Выпускники Бауманки устраивают гонки на тазах. Бывшие студенты медицинского университета в Волгограде рвут в клочья медицинские халаты, а студенты московских медуниверситетов Пирогова и Сеченова отправляются к памятникам великим врачам, где накладывают им перевязки. Есть свои развлечения у студентов со всего мира. Например, в Массачусетском технологическом институте раз в год с крыши общежития сбрасывают пианино, а в одном из университетов Швеции есть вечера, когда студенты издают истошные вопли. Да, студенты умеют веселиться, и умели они это всегда. А как делали это студенты со всего света много веков назад? Такой ритуал, как посвящение в студенты, был известен еще в Средневековье. В 15 веке существовало даже специальное руководство для студентов Manual Scholarium, где говорилось о том, что посвящение представляет собой ритуал инициации, когда студент-новичок должен пройти чистилище. Так что мероприятие это было веселое только для старичков. Новоиспеченным студентам делали стрижки тупыми ножницами, заставляли отвечать на дурацкие вопросы, а потом перваки еще и должны были устроить целый пир для старичков. Чуть позже, в 17 веке, к похожим издевательствам в городе Алькала в Испании добавились также и такие, как оставление студента на улице без одежды. После времен Средневековья в новое время досуг студентов стал приобретать новые краски. В Германии, например, начиная с 1815 года начали появляться студенческие братства, а любимым развлечением немецких студентов было фехтование между участниками разных братств. Хоть эти поединки и не были враждебными, считалось большой удачей и честью оставить на лице соперника шрам. Спортсмены же, получившие этот шрам, тоже были рады. Ведь наличие шрамов уже тогда украшало мужчин и считалось знаком мужества. Еще одним развлечением студентов из Германии были пивные ритуалы. Тогда посвящение в студенты уже стало менее жестким, и перваки должны были садиться на пивную бочку и читать стихотворение. После каждого четверостишья они должны были выпить кружку пива. За одно такое посвящение студенты выпивали около 10 пивных кружек. Была также пивная игра под названием «Саламандра». Участники садились вокруг стола, и по команде ведущего раз каждый должен был налить себе напиток. По команде 2 студенты отпивали половину, а после команды 3 они должны были передвинуть кружку соседу. На счет 4 выпить то, что передал им сосед. После 4 все хором кричали слово «саламандра». Такой ритуал был описан в книге «Трое на 4 колесах» писателя Джерома Клапка Джерома. Но нам же с вами интересны и традиции российских студентов. У них, конечно, тоже были необычные ритуалы. Иногда даже такие, которые невозможно было себе представить. Могли бы вы подумать, что в Московской духовной академии выбирался один студент, который спускался бы на веревках с монастырской ограды для приобретения водки. Российские студенты в целом любили питейные традиции. Основными напитками были жжёнка и крам-бабуля. Жжёнку студенты позаимствовали у гусаров, которыми был привезен рецепт из Франции, куда заливали ром или коньяк, а затем поджигали. Напиток был сладким и горячим. Позже русский публицист и писатель Александр Герцен будет вспоминать, как они готовили и пили эту сладкую жижу. Крам-бабулю же позаимствовали из прусского Данцика, нынешний Гданск. Рецептов ее немало: из водки, из пива, водки с медом, даже бренди и можжевельника. Чем наш современный русский студент похож на студента прошлых столетий? Ему не нужен был повод для того, чтобы закатить очередную пирушку. Одним из любимых праздников студентов был Татьянин день, который по совместительству также день основания Московского университета. В этот день можно было веселиться по полной, потому что стражам порядка официально было запрещено арестовывать студентов за проказы. Тогда студенты с самого утра гуляли, распевая студенческий гимн «Гаудамус», а продолжали и заканчивали празднование Дня студента в ресторане «Эрмитаж», который знаменитый повар Оливье отдавал на ночь студентам в их распоряжение. Этот день проходил настолько весело, что студентам на спине мелом даже писали адрес, чтобы извозчики без проблем смогли доставить студентов на веселе домой. Тут, кстати, не путайте дореволюционный московский ресторан «Эрмитаж» с питерским Эрмитажем. Недалеко от Тверского бульвара жила прачка Татьяна Карповна по прозвищу Кабаниха, и 25 января в Татьянин день ее обязательно чествовали, как минимум потому, что она Татьяна, а как максимум потому, что она помогала студентам в быту. В день студента Татьяна Карповна пекла студентам пироги, а в конце дня они катали ее на водовозной бочке по всему Тверскому бульвару. В 15 веке наши российские студенты тоже любили проводить дуэли, хотя они и были запрещены, а за участие в них был риск угодить
установить ссылку на Кавказ, но студенты все равно брали уроки фехтования и натачивали шпаги. Тем не менее, как и в случае с немецкими студентами, бои жестокими не были, и достаточно было нанести одну небольшую царапину, чтобы дуэль была завершена. Сейчас наши студенты отмечают так называемый экватор, который представляет собой половину срока, который они уже отучились. У дореволюционных студентов было 3 знаковых момента, связанных с учебой: перелом, слияние и вынос. Собственно, наш современный экватор — это и есть перелом. Слияние наступало тогда, когда студенты переводились на старший курс, а во время выноса младшие курсники брали на руки выпускников с преподавателями и выносили их из аудитории. А те студенческие ритуалы, помогающие нам сдавать успешные экзамены, тоже в большинстве своем пришли из прошлого. Поимка халявы, пятак под пятку, не мыть голову перед экзаменом, не приходить на экзамен в новой одежде. Халява в какой-то момент и вовсе стала богиней студенчества. В нее верили студенты из поколения в поколение, а иногда надеялись только на нее, а не на знания. Конечно, далеко не всегда помогала лишь халява, но верить в нее не переставали. У стен Ульяновского государственного университета ей был даже установлен памятник. Выглядит халява здесь как птица с распростертыми крыльями и головой женщины. Друзья, спасибо за просмотр. Как вам такие виды студенческого досуга? Делитесь в комментариях, если и у вас были свои ритуалы в студенческие годы. Ну и, конечно, не забывайте заходить к нам на сайт www.smaps.ru, где вы найдете множество полезной информации о зарубежных учебных заведениях. А на нашем втором канале о путешествиях Егор Еремеев вы найдете множество полезной информации о городах и странах. Там, например, недавно вышел большой выпуск о Барселоне. Ссылочку ставим в описании.